3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Звездопад. Однажды папа сообщил котятам, что сегодня будет звездопад. Котятки, сегодня мы сможем увидеть, как звезды падают с неба. Ого, они прямо на землю будут падать? Хе-хе, не будут. И на самом деле это не звезды, а метеоры. И они будут пролетать мимо Земли. Но в старину их считали звездами. И с тех пор это называется звездопадом. Такое бывает очень редко. Но сегодня мы обязательно это увидим. Здорово! Миу, 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 миу. Но оказалось, что на улице густой туман. Ой, что это? Это туман. Из-за этого тумана небо и звезд совсем не видно. Ничего, котятки, отъедем подальше, туда, где тумана нет. Папа с котятами ехали, но туман все не кончался. Похоже, туман повсюду. Давайте остановимся и подождем. Может быть, он рассеется? Туман не проходит. Сейчас я попробую его разогнать. Коржик, только осторожнее. Не убегай далеко. Так, а где Коржик? Где-то в тумане. Коржик! Ой, Компот, ты что, с ума сошел? Кричишь мне прямо в ухо. Коржик, ты куда пропал? Да я вокруг машины бегаю. Пытаюсь туман разогнать. Мы тебе поможем. Побежали, Компот. Котятки, не убегайте. Ой, Ой, ай. Ой. так туман не разогнать. Только потеряться можно. Так что давайте-ка все в машину. О, я слышал, что у машин есть противотуманные фары. Давайте их включим, и туман исчезнет. Противотуманные фары уже включены, котятки. Они просто помогают лучше видеть дорогу в тумане, а сам туман не убирают. А как же мы посмотрим на падающие звезды? Туман всегда держится ближе к земле. И если оказаться над ним, то будет видно небо. Можно прыгать выше тумана, и тогда мы увидим звездопад. Мы не увидим звездопад, если будем прыгать каждую секунду. Я видел звезды. Одна начала падать. Где? Упала уже. Что же нам делать? Можно воспользоваться лестницей. Только вот лестницы у нас с собой нет. А, Наверное, лучше вернуться домой. ну вот, мы не увидим, как падают звезды. Хотя, постойте. Ура! Теперь мы увидим звездопад! Папа, как ты там внизу? Нормально, котятки. Жалко, что папе ничего не видно. Я знаю, что надо делать. Нужно заехать на тот холм. Он выше тумана. Холм, как же я про него забыл. Ой, ой, держу. Ой, смотрите, это что там? Звезды в тумане. Думаю, что это едут наши соседи. Соседи тоже приехали на холм, чтобы полюбоваться звездопадом. Прощай, туман! Здравствуйте, звезды! Котятки, звездопад вот-вот начнется! Здорово! Миу, 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 миу. Смотрите, звезда падает. Ого! Если видишь падающую звезду, надо закрыть глаза и загадать желание. Оно потом обязательно сбудется. Вон еще одна. И вон еще. Вот так, несмотря на туман, котята с папой любовались звездопадом и загадывали желания, которые когда-нибудь обязательно сбудутся. Самолет. Однажды мама с папой сообщили котятам новость. Котятки, завтра мы с вами поедем в отпуск. И не просто поедем, а полетим на самолете. На самолете? Мы еще никогда не летали на самолете. А как это будет?
Ну, сначала мы приедем в аэропорт. Это что-то вроде домика для самолетов. Там у нас заберут багаж. Эй, куда? И проверят билеты. 1, 2, 3, 4. 5. А потом мы сядем в самолет, и он взлетит выше облаков. На такую ужасную высоту? Здорово! Миу, 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 миу. В аэропорт котята приехали на такси. Скорее, а то опоздаем на самолет, и он улетит без нас. Правда? Тут чемоданы обматывают пленкой, чтобы с ними ничего не случилось. Сдаем в багаж только большие чемоданы. Компот. Теперь нам дадут места в самолете. Я хочу место у окна. А я хочу место дома на диване. Компот сядет вместе с Коржиком и Карамелькой. А этот аппарат показывает, что лежит в сумках. Если в сумке жидкость, то не пустят в самолет. С бутылками в самолет нельзя. О, тогда я поеду домой? Ну, можно выпить воду здесь и идти в самолет. Ой. Быстрее, а то опоздаем. Все, пора. Стойте! Я теперь писать хочу. Внимание! Коржик, Карамелька, Компот и их родители срочно пройдите на посадку. Бежим, скорее. Подождите нас! Не хочу в самолет! Оставьте меня тут! Ты что, не хочешь в отпуск? Хочу! Но мне страшно лететь! Я знаю, что надо делать. Надо сделать то, что обычно делают, когда боятся. Кричать «Спасите, помогите»? Нет, закрыть глаза. И тогда тебе будет не страшно. Коржик и Карамелька помогают Компоту зайти в самолет и сесть на свое место. Ух ты! Мы летим над облаками. Никогда еще не видела облака так близко. Ого! И правда красиво! И совсем не страшно! Скоро мы будем подавать напитки и обед, а пока вы можете посмотреть мультики или полистать журналы. Вот это да! А летать на самолете оказывается так здорово! Миу, 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 миу. Кисуля, мы уже взлетели. Конечно, Котя. Может быть, чего-то желаете? 20 капель валерьянки, пожалуйста. Он немного волнуется. Минутку. Главное, не отпускай мою руку. Котята замечательно провели время в самолете. А Компот с тех пор совсем не боится летать. Морские игры. Однажды Компот и Карамелька ждали в своей комнате Коржика. Ну и где же Коржик? Мне уже скучно. Подожди, он сказал, что придумал что-то интересное. Так. Вот. Теперь мы можем запускать наши водные игрушки. Ух ты! Я смогу запустить свою подводную лодку. А я моего дельфинчика. Здорово! Миу, 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 миу.
Нашим игрушкам тут слишком тесно, даже не поплавать нормально. Это был самый большой таз, который я нашел. Можно запускать наши игрушки в ванной. Мой дельфинчик обожает плескаться в воде. А мой кораблик быстрее всех. Зато моя подводная лодка самая большая и может плавать под водой. Ой, вода вылилась на пол. Хорошо, что в ванной стены и пол не промокают. Но вода может вытекать через щель под дверью. Надо скорее заткнуть ее полотенцем. Зато у нас теперь больше места для водных игр. Раз ванная не промокает, мы можем немножко здесь поиграть. Поплыли. Давай. Я быстрее. Ой, у нас крыша протекает. Странно. Дождя нет. Ой, похоже, где-то протечка. Надо разобраться. Кисуля, в кабинете с потолка капает. И в кухне тоже. Похоже, в ванной прорвало трубу. Давай, запускай. О, кажется, там наши котятки. Ой, котятки, вы устроили настоящий потоп? У нас с потолка уже капает вода. Простите, мы думали, что вода не вытечет из ванной. Ну вот, мы все затопили. Я знаю, что надо делать. Мы больше не будем играть в морские игры. А сейчас надо скорее все убрать. Котята с родителями пытаются убрать воду тряпками, но воды слишком много. Я устал убирать воду. Пыль убирать и то легче. Взял пылесос и все. Точно, как же я забыл. У меня же есть специальный насос для откачивания воды. Ручной насос втягивает воду и по специальному шлангу отправляет ее в бочку. Теперь на полу сухо, и с потолка ничего не капает. И что делать со всей этой водой? Мы наполним ею небольшие прудики, которые выкопаем рядом с домом. И вот там вы сможете спокойно устраивать свои морские игры. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята поняли, что лучше и веселее играть с водой на улице и под присмотром взрослых. Пикник. Как-то раз папа с мамой решили отвезти Коржика, Карамельку и Компота за город на пикник. А на пикник нужно брать самое необходимое. Я на пикнике буду делать куличики. А я буду читать книжки на свежем воздухе. А я буду просто бегать. Ух ты, сколько всего вкусного! Конечно, какой же пикник без вкусного обеда? Главное, ничего не забыть. Коржик, Карамелька, Компот. Мы выезжаем! Ура! Миу-миу-миу-миу. На пикник мы везем молоко с миндалем и салат, и шашлык. На пикник, на пикник. Ах, какая красота! Давайте же скорее начнем наш пикник. Ой, а где наша корзинка с едой? Кажется, кто-то оставил ее дома или потерял по дороге. Ну вот, а как же обед? А давайте слетаем домой на самолете. Заберем новый
быстренько вернемся. Ну, Коржик, самолеты не садятся среди деревьев. Тогда можно просто заказать пиццу. Карамелька, доставщик пиццы не сможет найти нас в лесу без точного адреса. Но я уверена, наш папа обязательно что-нибудь придумает. Да, знаете что? Мы сами добудем себе еду. Значит, пикник состоится. Пока мама и Карамелька собирают хворост, чтобы разжечь костер, папа, Коржик и Компот ловят рыбу. Ну где она? В рыбалке главное терпение. Но оказалось, что в лесном пруду не водится рыба. Мы с Карамелькой собрали хворост. А мы ничего не поймали. Мы останемся голодными. А если поискать какую-нибудь еду в лесу? Точно! Папа разожжет нам костер, а мы наберем грибов. Ура! За мной! Грибы — это вкусно. Компот проверяет по книжке, какие грибы съедобны, а какие нет. Вот сколько грибов! Давайте их скорее зажарим. А спички-то остались в корзинке с едой. Ну не можем же мы есть грибы сырыми. А можно добыть огонь, как это делали в древние времена? Трением. Молодец, Компот! Эй, давайте поможем папе дуть. Горит! Вот теперь можно начинать наш пикник. На пикник, кто рыбак и грибник, кто скучать не привык. На пикник. Грибы почти готовы, а у нас еще будет десерт. Черника, брусника и малина. Оказывается, мама успела собрать в лесу ягод. Здорово! Миу. Несмотря ни на что, пикник все-таки состоялся, и все остались довольны. Откуда берется мед? Однажды котята приехали погостить к бабушке. Приехали, мои сладкие. Как я по вам соскучилась. Мы тоже соскучились, бабушка. Пока! Пока! У меня для вас есть кое-что вкусненькое. Знаете, что в этом горшочке? Наверное, сметана? И вовсе не сметана. Там. Я знаю, там сливки. Или нет, варенье. В этом горшочке мед. Самый свежий. Садитесь, котятки, будем пить чай с медом. Здорово! Миу. Ой, пчела. Испугался? А чего это она разлеталась? Наверное, хочет забрать бабушкин мед. Пчела, не трогай мед, он бабушкин. Котятки, что случилось? Мы спасаем твой мед. Пчела хочет его забрать. И сердито говорит жу-жу-жу-жу. Пчела сердится, потому что вы машете лапками. А вдруг она заберет у тебя мед? Наоборот, котятки, это я взяла мед у пчел. Как это? Они тебе его подарили на день рождения? Или пчелы подарили тебе мед за то, что ты связала им полосатые свитера? Или есть специальный пчелиный магазин, где можно купить мед? Ой, ну и фантазия у вас, котятки. А откуда же пчелы берут мед? Они делают его сами.
Если мы узнаем, как пчелы делают мед, то сможем потом и сами его делать. Главное, чтобы они нас не заметили. Они перелетают с цветка на цветок. Значит, мед есть в цветах. Не вижу тут никакого меда. А его тут и нет, котятки. С цветов пчелы собирают нектар и несут его в свои домики ульи, чтобы там делать мед. Значит, нам надо подобраться к их домам, и тогда мы увидим, как они это делают. Я к этим ульям не пойду. Там этих пчел как-то многовато. Ничего страшного, котятки. Мы с вами наденем специальные защитные костюмы. Вот, эти домики называются ульи. В них пчелы живут и делают мед. А можно посмотреть? Лучше не надо. По-моему, пчелам это не понравится. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. А по-моему, пчела просто танцует. Правильно, Карамелька. Этим танцем она показывает другим пчелам, что нашла новое место, где есть медоносные цветы. А это пчелиные соты. Какие ровненькие. Как по линейке. Пчелы льют в соты нектар и убирают из него лишнюю воду. А дальше секрет. Это тайна? Нельзя рассказывать? Нет, секрет – это такое специальное вещество, которое пчелы добавляют в нектар, чтобы он превратился в мед. Я дам вам с собой мед в сотах, чтобы вы угостили папу и маму. А пчелы не рассердятся, что мы взяли их мед? Не рассердятся, они сделают еще. Ура! Мы принесем домой мед, как настоящие пчелы. Мы медовые котята. Здорово! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Вот так котята узнали, что мед делают пчелы. И что пчелы много и упорно трудятся. И поэтому мед такой полезный и вкусный. Чемпионат. До чемпионата по футболу осталось несколько дней. Скоро весь стадион заполнится болельщиками. А вот и футбольная команда нашего города вместе со своим капитаном. А мы тоже пойдем на стадион? Конечно, котятки! Болеть за нашу сборную надо всем вместе! И сейчас я пойду к себе в кабинет и закажу для нас билеты. Мы будем сидеть на стадионе, как настоящие болельщики. Здорово! Миу, 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 миу. Мы увидим победу нашей сборной! А потом поедем в машине и будем размахивать флагами. Нет! Нет! О, нет! Что случилось, Котя? Все билеты проданы. На стадионе нет свободных мест. Все пропало. Ничего страшного, Котя. Подумаешь, нет билетов. Посмотрим матч по телевизору. Пойдем, я сделаю тебе чаю. Жалко папу, он так болеет за нашу сборную. Внимание! Объявляется конкурс на лучший трюк с мячом. Победитель получит мяч нашей сборной из рук капитана. Надо выиграть этот мяч для папы. Папу это точно порадует. Сейчас я набью мяч головой 100 раз. 1, 2, 3. Ой. Сейчас. Давай еще раз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ой! 1, 2. 100 раз пока не получается. А может сделать всего один удар, но зато невероятный? Эй! Сейчас я забью этот мяч в домик, и он скатится с горки с той стороны. Ну, давай. Ой.
Ничего не вышло. Я знаю, что надо делать, но для этого надо позвать наших друзей. Друзья согласились помочь котятам выполнить трюк с мячом. Все готовы? Да! Внимание, начали! Ой! Гол! Снято! Отправим это видео на конкурс. На следующий день подводились итоги конкурса. А победителем становится кот-художник. За творческий подход к футболу. И он получает мяч нашей сборной. Но мы хотим отметить еще одно видео. Оно от котят. О, наш ролик показывают. И в качестве приза все участники видео и их родители получают билеты на чемпионат. Ура! Миу, 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 миу! Трибуны стадиона сегодня полны. Наша сборная ведет со счетом 2-0. Капитан бьет навесом и... выше ворот. Но мяч летит прямо в руки юных болельщиков. Болеть за свою команду, сидя на стадионе, это незабываемо. Особенно, когда веришь в победу. С котятами поехали на экскурсию в древний город. Я так давно хотел побывать в древнем городе. Я столько про него читал. И наконец-то я его увижу. И вы тоже. А экскурсовод по пути расскажет нам много интересного. Здорово! Миу, 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 миу! Все пассажиры сидят в удобных креслах с ремнями безопасности. Раз-раз. Всем добрый день. Наша экскурсия начинается. Этот древний город был основан 2000 лет назад. И все дороги вели в этот город, так как он был центром торговли и искусства. Маме и Компоту интересно слушать экскурсовода. А вот Карамельке и Коржику, похоже, не очень. Эй. Посмотрите направо. Вы увидите длинный мост. Только это не мост, а акведук, по которому вода поступала в город. Кораблик едет по мосту. Коржик, Карамелька, не отвлекайтесь. Еще в этом древнем городе часто устраивали гонки на колесницах. О, а вон та птичка нас обгоняет. Давайте быстрее, мы должны ее обогнать. Думаю, не стоит. Иначе мы приедем раньше. А я столько всего хочу рассказать вам по пути. Вот здорово. Вот ужас. Это экскурсия скукотища. Я бы лучше с телефоном поиграл. А я бы лучше музыку послушала. Ну, хорошо. Вот вам телефон и плеер, только ведите себя тихо. Правители вместо короны носили лавровый венок. Он символизировал победу и... Победа! Я выиграл. Тише, Коржик. Жарко от вулкана, холодно в снегах. Путешествуем в своих мечтах. Так, я это все забираю. А вы сидите тихо и слушайте экскурсию. Ну что ж, вот мы и приехали. Выходим из автобуса. Ну, наконец-то! А то я уже устал сидеть. Ура! Мы сейчас пойдем в древний город. Что? Я думала, эта экскурсия закончилась. Я не хочу никуда идти. Я и так долго терпел. Я тоже хочу домой. Ой, котятки, ну раз так, давайте поедем домой на другом автобусе. А как же древний город? Я же мечтал на него посмотреть. Не расстраивайся, Компотик, мы потом приедем сюда вдвоем. Но я хотел, чтобы Коржик и Карамелька тоже на него посмотрели. Это же правда интересно. Да что тогда могло быть интересного? Не было ни телефонов, ни плееров. Зато вместо них везде играла живая музыка, и музыкантов очень ценили.
Я бы хотела жить в таком музыкальном городе. Ого, смотрите, вот это корабль! Между прочим, это мачта съемная. Когда ветра не было, то гребли веслами, а когда поднимался ветер, ставили мачту. Вот это круто! Я и не знала, что жители древнего города были такими умными. Вот видите, котятки, это все очень интересно. Просто надо уметь слушать. Я знаю, что надо делать. Мы пойдем в древний город и будем внимательно слушать экскурсовода. Только вот мы отстали от нашей группы. Ничего, я теперь много знаю про древний город. Я обо всем вам расскажу. Здорово! Миу, 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 миу. Коржик и Карамелька поняли, что слушать истории про древний город действительно очень интересно. И на этот раз они точно не будут отвлекаться. Прятки. Как-то раз Коржик, Карамелька и Компот решили поиграть в прятки. Считаем до 5 и чур не прятаться в подвале. Договорились. Кто будет водить? Я не хочу водить. Я тоже. Фу, нелегкий был денек. Папа, поиграй с нами в прятки. Ну, пожалуйста. Папочка, пожалуйста. Ну хорошо, котятки. Здорово! Миу, 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 миу. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Кто это у нас тут? Ха-ха, Карамелька. А это Компот. А вот и Коржик. Сыграем еще раз. О. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Привет, бабуля. Ох, котятки, что-то я устал водить. Может, разок поменяемся? Я буду прятаться, а вы искать. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем искать. Я думаю, папа спрятался за диваном. Нет. А может, он в шкафу? Тут его нет. Тут его тоже нет. Котята обыскали все комнаты, но так и не нашли папу. Может, папа проголодался и спрятался в холодильнике? Но папа бы замерз, если бы так долго сидел в холодильнике. А может, он спрятался в стиральной машине? Мама же собиралась стирать белье. Мама, не включай! Там внутри может быть папа. Не волнуйтесь, я только что загрузила белье в совершенно пустую машинку. Ну вот, даже там папы нет. Мы играли в прятки и потеряли папу. Может быть, он в подвале? Нет, мы договорились, что там нельзя прятаться. Ой, а мы же с папой об этом не договорились. Простите, кажется, я заснул. Котя, ты, наверное, очень устал после работы? Ой, а мы как-то не подумали об этом. Ага, сразу попросили папу с нами играть.
Я знаю, что надо делать. Надо сперва дать папе отдохнуть, а уже потом предлагать играть. Папа, иди ложись на диван и отдыхай. А я уже отдохнул и готов снова играть в прятки. Ура! Миу, 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 миу. Чур, мама водит. Ну ладно. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Теперь котята знают, что после рабочего дня обязательно надо дать родителям немного отдохнуть. Воскресенье. Однажды ранним воскресным утром мама собралась в спортзал, а Коржик, Карамелька и Компот остались дома с папой. Я пойду побегаю в спортзале. Отлично, я как раз посплю еще часок. А вы тут не скучайте. Не волнуйся, мама. С нашим папой не соскучишься. Это точно. Всем пока. Папа, давай играть с куклой. Папа, и в шахматы. И в дарт. Конечно, мои милые, и в шахматы, и в дартс. Ура! Миу, 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 миу. Но почему-то папа не идет. Папа, ну пойдем играть. О, иду, мои милые. Папа, вот кукла. Ей надо примерить новые платья. Шахматы. Я играю белыми. Магнитный дартс. Папа, держи мишень. Вот здорово. Сейчас начнем. Ну вот, папа опять уснул. Котята очень стараются разбудить папу. Как же нам разбудить папу? А может, полить папу водой? Ну, Компот, папа тогда промокнет и заболеет. А может выстрелить у папы над ухом из огромной пушки? Ну, Коржик, папа ведь может очень сильно испугаться. Что же нам делать? Надо пожалеть папу и дать ему как следует выспаться. Тогда он сам проснется бодрым и будет с нами играть. Точно! Миу, 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 миу. Ну что, папа уже выспался? Еще нет. А сейчас? Может, и выспался? Непонятно. А что же он не встает? Сейчас встанет. Алло, коллеги, если кто спросит, я в бухгалтерии. Я знаю, что надо делать. Чтобы папа быстрее выспался, надо спеть ему колыбельную. Тише, мыши, папа спит, не играет, не шалит. Милый папа, засыпай, а проснешься, поиграй. О, я гляжу с папой и правда не соскучишься. А ну, поднимайтесь, Сони! А, я уже не Соня, я уже встал. Эй, подъем! Ну дайте же выспаться. Сегодня же воскресенье. Ну, хорошо, вы тогда спите, а мы с папой идем на улицу запускать летающую тарелку. Да-да. Что? Летающая тарелка? Здорово! Миу, миу, миу,
Воскресенье – хороший день, особенно когда все хорошо выспались. Игра в молчанку. Однажды мама собиралась написать статью о коллекции детской одежды, которую она разработала. Мама! Мы хотим построить пиратский корабль, чтобы играть в морские путешествия. Отлично, котятки. Потом посмотрю, что у вас получилось. Нам для этого нужны веревки, клей, коробки и, ну, наверное, еще что-нибудь. Мама помогает котятам найти все необходимое и принести во двор. Но котята все время болтают, Будем строить корабль тут. Нет, давайте там. и маме не сосредоточиться. Это я придумал построить корабль, но я его нарисовала. А я придумал, как его построить. А я... Котятки, а что, если вам сыграть в молчанку? В молчанку? Да, кто дольше всех промолчит, тот и выиграет. А победителю я сошью флаг для корабля. Вот это да! Я хочу, чтобы на флаге была морская звезда. А я хочу цветочек. Нет, лучше гриб. Тогда тссс. Игра в молчанку началась. С этого момента тот, кто скажет хоть слово, проиграет. Котята решили не тратить время зря и начали строить корабль. Но сделать что-то без слов оказалось довольно трудно. Компот предлагает Коржику сделать мачты из старых лыж. А Коржик решил, что Компот хочет покататься на лыжах. Но сейчас же лето. Коржик показывает Компоту, что по траве не покатаешься на лыжах. А Компот думает, что Коржик хочет покататься. А что же хочет сказать Карамелька? Что можно использовать простыню вместо снега? Что она хочет поиграть в привидение? Или нарисовать на простыне картину? Теперь понятно. Карамелька говорит, что из простыни получится прекрасный парус. Осталось спросить разрешение у мамы. Ага. Но никто не хочет первым нарушить молчанку. Ветер вот-вот унесет простыню в лужу. Все знают, что надо делать – звать на помощь маму. Но ведь кто заговорит, тот проиграет. Статья готова. Мама! На помощь! Белье спасено. Мама! Но, похоже, все трое проиграли в молчанку. Ну что, давайте решать, что же у нас будет на флаге. Звезда, цветочек или гриб? Как? Мы же все проиграли. Мы нарушили правила игры в молчанку. И позвали тебя на помощь. И правильно сделали. Корабль вы строили молча. А меня позвали, чтобы не было неприятностей. Так что все вы победители. Ура! Миу, 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 миу. Игра в молчанку очень понравилась котятам. А мама не только шила флаг, но и разрешила сделать парус из простыни. Подожди, не уходи. Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу,